США — это мировая сверхдержава, а также крупнейшая экономика мира, которая, по сути, заправляет всем светом. Этой страной восхищается и ужасается одновременно огромное количество людей, и потому неудивительно, что многих интересует то, почему именно США отведена такая роль в мире, а не кому-то там еще. Почему такой успех у США, откуда он взялся, и почему другие страны так и остаются в потемках без такого же успеха. Обо всем этом ты простыми словами узнаешь в 7-минутном ролике, который смотришь прямо сейчас. С тобой канал Trash History. Не будем терять ни секунды. Погнали. И подписаться не забудь. Касательно успеха, о котором я говорил, я чуток облажался. Повторить путь США довольно-таки возможно, и это на своей шкуре показали Канада с Новой Зеландией. А так как мы видим, догнать и перегнать Америку у них вряд ли получится. Так вот, в чем секрет успеха американского передовика? Секрет успеха этой страны кроется не просто там в географии или какой-то интересной особенности, а в банальном отношении к людям на протяжении многих веков. Пока в других странах шла сегрегация, абсолютизм власти и люди банально не жили, а выживали, в США было немного иначе. Конечно, там были рабы в Южных Штатах, однако явление угнетения человека по национальному, культурному или религиозному признаку не было распространенным. Подобное явление вызывало в США огромный приток поселенцев, причем не обычных крестьян, как во многих других колониях Нового Света, наподобие Мексики или Бразилии, а талантливых и образованных людей, которые хотели творить и жить так, как хотят этого сами, а не как того хочет государство с его аппаратом власти. И американское государство позволяло им это делать, ибо ему было выгодно поддерживать такой имидж, банально потому, что оно владело обширными землями, которые были мало заселены, и эти земли были пахотные, с умеренным климатом. Конечно, их заселяли коренные народы индейцев, которых вполне было достаточно для возделки данной земли. Однако американское государство предпочитало истреблять коренное население, банально потому, что выгоднее было заселить эти земли уже цивилизованными и образованными людьми, а не какими-то там дикарями, каковыми их считала колониальная администрация. То есть США давали свободу одним, отбирая ее у других. Как говорится, вы не понимаете, это все другое. Однако мы не будем вдаваться в этот весь сумбур, и давайте взглянем на результат подобной политики. Теперь США заселяли в основном люди, которые были готовы творить и совершать, которые во многом были свободными и готовыми пойти на все для богатства себя, а собственно и страны. Они покоряли новые земли, создавали технологии, двигали будущее и передавали такое же стремление своим детям. У них не было власти, они были властью сами себе, и потому неудивительно, почему английская корона не смогла их удержать, и они добились своей независимости. Даже если бы не было того многократного повышения налогов, которое большинство историков и называют причиной войны за независимость Соединенных Штатов, американский народ все равно бы восстал и победил, ибо стремление к свободе в этих людях было заложено внутри целыми поколениями. Далее, после приобретения независимости, все пошло по накатанной. Теперь в казне появилось больше денег, вокруг увеличилась площадь незаселенных земель, а многие запреты, созданные английской короной, были отменены. С этого момента и началось становление США мировым гегемоном. И в этом процессе важную роль сыграла уже география страны. Будучи отдаленными от Европы, где вечно происходили заварушки, а также будучи мечтой для свободных людей, США стали убежищем для еще большего количества мигрантов, ибо экономические возможности и почти полное отсутствие войн позволили не только сохранять жизни, а и по-настоящему богатеть. Банально потому, что воюющим странам нужны оружие, технологии и провиант, которых в США всегда было в избытке, ибо, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Также был такой президент США по имени Вудро Вильсон. Я не помню, какой он там был по счету, да и это не важно, но что помню точно, это то, что он был баптистом по религиозному исповеданию. Лично я знаком с подобными людьми, и я вам скажу, они довольно миролюбивые и целеустремленные, ибо это прописано в их священном писании. Однако даже будучи таким человеком, Вудро Вильсон позволил своей перспективной стране заработать на Первой мировой войне, поставляя в кредит различным странам оружие, провизию и технологии. И знаете, результатом этого стал грандиозный рост экономики в 20-е годы 20 века. США стали гигантами мировой экономики и начали воплощать свою главную мечту – объединение всей торговли в одно большое пространство под неоспоримым руководством себя любимых, чтобы забирать себе основные преференции с этого гигантского потока денег. Однако так быстро воплотиться планом США суждено не было. Банально потому, что хоть и американцы были образованными, они тогда еще не шарили в законах экономики, в результате чего случилось потрясение под названием Великая депрессия. В результате Великой депрессии США окунулись в гигантский экономический кризис, спустя которого их смогла лишь очередная война по всему миру, где американцы выполняли свою главную роль – мировой оружейной мастерской. После войны США как никогда ранее приблизились к своей мечте о свободном мировом рынке, однако воплотить ее до конца мешал Советский Союз.
который тоже окреп после войны и сколотил вокруг себя кружок марионеточных стран. СССР стал не просто конкурентом для американцев, а и продвигал собственную экономическую модель, которая на корню отличалась от рыночной модели США, которая и принесла американцам богатство и величие. Кушаете теперь, почему янки так сильно боялись коммунистов, а? Итак, мы разобрались, почему США такие успешные. Теперь давайте разберемся в том, почему другие страны не способны повторить этот путь, и США как были, так и останутся мировым гегемоном. Есть такая поговорка: свято место пусто не бывает. Одинаковых гегемонов быть не может, а два тем более. Особенно в момент, когда американское влияние распространилось по всему миру. Банально, если идти по тому же пути, что и Соединенные Штаты Америки, то можно безусловно достичь богатства и процветания, как считают многие либеральные эксперты. Однако это не позволит достичь стране максимальных преференций, которые она могла бы достичь самостоятельно, путем проб и ошибок, создавая свое пространство, как это делали когда-то в свое время американцы. Именно поэтому Канада, идущая по схожему пути, что и Соединенные Штаты, не сможет стать такой же великой, как их южный сосед, даже если ей прибавить население, которого так не хватает для подъема экономики. А Новая Зеландия со своей маленькой территорией и небольшими рынками сбыта и подавно. Тем более еще и Новая Зеландия довольно-таки отдалена от весомых экономических центров, таких как Евразия и Америка. Весомую конкуренцию штатам в свое время создавали лишь две страны. Первая — это Советский Союз, а вторая — это Китай. И все они имели необычные экономические системы. И если путь Советского Союза, который основывался на тотальной командной экономике, показал свою неэффективность, то путь Китая еще не определен, и миру предстоит увидеть зарубу орла и дракона во всей красе. Ну а пока мы будем прощаться. Спасибо за просмотр, тыкни за видео гигантский пальчик вверх и подпишись на этот